Ребят, всем привет! Сегодня я расскажу, как коптить сало для рыбалки, так как на зимней рыбалке, особенно в мороз, лучше еды нету, чем сало, а еще лучше копченое сало. В данном видео я покажу свой метод засолки. Вот и данное сало. Я буду засаливать необычным методом, то есть с использованием соевого соуса и различных приправ. Так, приступим. Для первого нам что понадобится, это соль, обычная соль. Тут где-то около 5 килограмм сала. И на 5 килограмм уйдет около, чуть меньше, возможно, килограмм соли. Сразу много насыпать соль не надо. Тут вот где-то полкила. Лучше потом еще раз сделать такой замес. Так, следующий использую лавровый лист. Берем пару листочков, таких вот, и просто ломаем их. Вот так вот. Еще листочек можно добавить. Немножко перемешаем. Следующий черный перец горошком. Так, слишком много. Тоже так на глаз. Кто любит с перцем, можно побольше. Кто нет, можно поменьше. Давай добавим чуть побольше. Тоже перемешиваем. Так, следующий добавляю вот такую приправу. Я ее использую для копчения рыбы. Но это не обычные приправы из пакетов, а мне кажется, в каждых городах есть на рынке, стоят такие прилавки с приправой. И в них такие стоят баночки. И просто приходишь, говоришь, мне приправу для мяса. И они из каждой баночки по ложке насыпают. Вот такая приправа. Запах, то есть у него вообще отличный. Пахнет очень вкусно, не как из пакетиков. Из пакетов вообще приправа не особо пахнет. А это замечательная такая прям изумительная приправа. Так, на полкилограмма достаточно одной ложки чайной с горкой. Ну, кто любит подушистей, можно и побольше. Я добавляю ложку, даже можно еще чуть-чуть. Обычно так я еще добавляю черный перец. Но черного перца нету. Молотый черный перец, не горошком, а молотый. Либо можно просто смесь перцев добавить. Даже еще. Можно даже 2 столовых ложки приправы. Если не добавляли никакого другого перца. Вот так вот получается. Так. Следующий добавляю чеснок. Чеснок можно либо мелко порезать, либо через давилку. Я обычно его через давилку. Так вот. Немножко перемешаем. Чесноком сало не испортишь. Поэтому я добавляю где-то
2 небольшие головки чеснока. Можно и больше, конечно. Все зависит от вкуса. Кому как больше нравится. И следующий ингредиент — это соевый соус. Добавляем его столько, чтобы, то есть, вся соль была влажной. Так вот прям можно лить. Чуть-чуть перемешиваю. Еще лью. С этого края. Соевым соусом также солил без соевого соуса, но с ним получается прям вообще изумительно, намного вкуснее. И сало, к примеру, если у вас осталось там жесткое где-нибудь в морозилке или давнишнее, и соевый соус просто берет все лишние запахи. Если сало долго лежит в морозилке, оно все равно берет запахи лишние. А соевый соус это все убирает. И сало с ним, то есть, становится помягче и быстрее засаливается. Вот так вот, то есть все перемешали. Соль влажная, не слишком влажная, а такая вот. Можно чуть даже побольше соевого соуса, прям чуть-чуть. Перебарщивать, конечно, тоже не стоит. Вот так вот. Пахнет прям соевым соусом и приправами. Чуть-чуть чесноком. Так, соль у нас готова. Теперь переходим к основному этапу. Это сало. Будем его натирать. Берем каждый кусок, по чуть-чуть соли и натираем. Со всех сторон, чтобы сало, то есть, было покрыто небольшим слоем соли. Вот так, по чуть-чуть. Вот на такой тип засолки уходит не очень много соли. И с обратной стороны тоже немножко. Вот так вот. Потом складываю все в кастрюлю. Я складываю кожурой, то есть вниз. Ну, от этого, мне кажется, особо ничего не зависит. Так, следующий кусок. Вот тут вот очень много красного. Желательно, чтобы при копчении были прослойки внутри, а сало было сверху. Потому что при копчении данное вот красное мясо, оно станет жестким. Если же просто солить, то есть не коптить, то сало будет, ну, вполне нормальным. Кто любит с красным, то есть будет отлично. Оно не будет жестким, а при копчении все равно красный станет жестковатым. Оно не будет жестким, если сверху, как у него будет защита из сала. Но тут, к сожалению, оно полностью красное. Ну, попробуем. Вот так вот. И тоже в кастрюлю. Так натираем все куски и складываем в кастрюлю. Так, к сожалению, все сало не влезло в данную кастрюлю. Но сейчас эту уберу и в эту кастрюлю уже все сложу. Теперь, когда сало все натрали солью, его нужно закрыть. Желательно, чем плотнее, тем лучше, крышкой. В данном случае я закрываю тарелкой. Вот так вот. И оставить в теплом помещении на день.
Но если у вас, к примеру, на балконе или где-то будет в плюс, то есть убираем его туда. И как оно день постоит, убираем либо в холодильник, либо, ну, в данный момент можно убрать на балкон. Солится оно где-то в течение, ну, я солю дней 5-6, то есть неделю. А минимум нужно солить дня 4 хотя бы. Желательно чуть побольше, неделю. То есть самое то это неделю. Дней 6-7. И оно будет вполне. Солью натирать можно побольше, так как при копчении сала я кладу кожурой вверх. И поэтому лишняя соль, то есть просто скапает. То есть не бойтесь его сала, то есть трудно пересолить. Поэтому солите, натирайте побольше. Лучше пересолить, как говорится, чем недосолить. Все, теперь убираю его в прохладное место. И остается его только закоптить. Прошла неделя с тех пор, как я засолил сало. И пора приступать к копчению. Коптить буду я на такой вот коптильне. Она уже у меня где-то 2-й год. Вообще отличная коптильня, толстая, из нержавейки. Нигде ее, то есть, не гнет, не ведет. И крышка у нее сделана так, то есть можно коптить спокойно на газу в квартире. То есть дым не будет никуда выходить. Так, сейчас посмотрим сало. Отлично, просолило. И лишняя соль вот тут вот осталась. Ее нужно просто ножом вот так чистить в раковину. Сало, то есть промывать ничего не надо. Вот так чистить лишнюю соль. Так, для начала первым делом, что нужно сделать, это засыпать в коптильню опилки. Коптить я буду на яблонях. Вот такие вот опилки. Для такого объема сала достаточно, это будет около 3 горстей. Так, вот раз. 2. И 3. 3 неполные горсти. Много тоже не надо. Вот так вот. Включу свет. Тоже. Так, следующий ставится в нее поддон. Поддон нужно будет закрыть фольгой, так как его потом будет намного легче отмыть. Так, сейчас я это сделаю. Вот так вот закрыл поддон. Потом его будет просто намного легче отмыть. Просто собираем всю эту фольгу и выкидываем. Поддон практически чистый. Так, его немножко нужно будет только протрать. И теперь устанавливаем его в коптильню. Все, теперь следующим ставим решетки. Вот так вот. И прежде чем укладывать сало, нужно решетки промазать немножко маслом. Чтобы потом решетку также было полегче отмыть. И сало не так сильно пригорало. Обычным растительным маслом. Так вот. Теперь сало. Как я уже говорил, немножко вот такой. Счищаем лишнюю соль. Еще хотелось отметить то, что когда засаливаем сало, нужно сверху всего ставить груз. То есть прижимать чем-то плотно. Желательно, конечно. Можно, конечно, ничего не ставить. Но лучше, конечно, накрыть тарелкой и прижать.
Поставить, к примеру, бутылку с водой 5-литровую. Так вот, лишнее сало, лишнюю соль. Промывать его ничего не надо. Это, к примеру, если коптим рыбу, то ее после засолки нужно промыть и высушить. Сало же ничего не надо. Не сушить, не промывать. Все, теперь укладываем. Укладываю кожурой вверх. Так вот. Так как с крышки, крышка на таких коптильнях есть домиком, то есть лишние все испарения будут скатываться сюда, но у меня крышка плоская, и поэтому с нее возможно будет капать остатки. И поэтому они будут капать на кожуру, а не на само сало. И вот так выкладываем все сало. Надеюсь, поместится в 2 яруса. Так вот получился первый ярус. Теперь устанавливаем второй. Так вот. Второй ярус тоже сейчас смажем растительным маслом. Так вот. Кстати, коптильня довольно таких нормальных размеров. Если я не забыл, то тут где-то 40, высота 25 и так 30. Она идет коптильня с гидрозатвором. Вот так вот по краям. Сюда наливается вода. Я это все покажу. Смазываем маслом. И выкладываю второй слой. Вот так вот получилось. Также оставил немного сала в сыром виде. Оно тоже вкусное. Его, то есть не обязательно все сало коптить. Этого будет вполне достаточно. Хранится копченое сало так же долго, как и обычное, в морозилке, в герметичном пакете. Теперь накрываю крышкой. Крышка идет вот такая вот. Сюда я поставил обычный шланг, то есть он не силиконовый идет. Силиконовый сюда ставить не обязательно. Крышка нагревается, конечно, но не так сильно, чтобы, то есть он чего-то там оплавился и либо выделялись какие-то запахи. И теперь этот шланг ставлю в вытяжку. Вытяжку нежелательно ставить вот сюда его шланг, потому что эта решетка, она просто закоптится, и тут будет такое желтое пятно, которое потом просто будет нереально отмыть. Убираем решетку и фиксирую шланг вот сюда вот. Тут сделал такую вот специальную петлю. Вот так вот. И все. Теперь включаю вытяжку на самый минимум, и весь дым отсюда будет уходить. Прежде чем ставить туда шланг, включаю газ. Включил газ, поправлю. И нужно будет налить воды. Гидрозатвор. Вот так вот. Вода, то есть, полностью закрыла крышкой, ее достаточно. Много наливать тоже не стоит. Главное, чтобы крышка сидела плотно и полностью закрывалась водой. Газ сначала ставлю на полную мощность, и как только из трубки пойдет дым, отсюда вот, то сразу засекаю время. Копчу я, так как куски таких довольно больших размеров, то где-то около часа. Это вполне достаточно. По температуре, как только пойдет дым, газ сразу убавляю. И слежу, сюда вот наливаю чуть-чуть воды. Главное, чтобы она не кипела. То есть вода будет немножко там пузыриться. Но газ ставлю, то есть, на минимум.
на минимуме, это вполне достаточно. Коптильня так сильно нагревается, и сало вполне отлично коптится. Газ на максимуме. Одна не загорелась. Вот теперь обе горят. Можно даже чуть убавить. Коптильня как раз попадает, то есть на 2 конфорки захватывает практически. То есть можно, если хотите покупать коптильню, можно даже поширше покупать. И именно с такой крышкой. Есть еще крышка конусом, как домиком. Она тоже отличная. Но есть коптильни с задвижкой. Это, если честно, вообще херня. То есть дым из нее будет валить во все стороны. Такая вытяжка, то есть по-любому с ней не справится. А тут все закрыто, герметично. Если, например, коптим на природе, то шланг это не обязательно, дым будет выходить прямо отсюда. Дым пошел. На камеру, наверное, это не так незаметно. Сейчас попробую заснять. Нет, не видать. И теперь вывожу его в вытяжку. Тут уже даже, если на камеру, наверное, не видать, но видно то, что дым уже сам по себе вытягивается. Вот так фиксирую. Вот так. И включаю вытяжку на минимум. Все. Так как дым пошел, засекаю время. 15:56, то есть в 5 часов. Газ отключаю, оставляю ее прямо на газу, коптильню. Постоит где-то минут 10-20, остынет, весь дым лишний выйдет, и ее можно будет уже открывать. Все, теперь остается только ждать. Прошло 20 минут, и сейчас я покажу, как примерно держать температуру. На газу, конечно, ее держать легче, чем, к примеру, когда вот я копчу летом на мангале. Вот так вот чуть наливаю воды. И тут должны образоваться небольшие такие, как пузырьки. Прям маленькие-маленькие такие пузырьки. И вода, то есть, не должна кипеть, она должна потихоньку испаряться. Так, крышка теплая. Газ можно чуть-чуть прибавить, крышка должна быть горячей. Пузырьки пока образуются только вот в этой воде. Она уже, да, такая тепленькая. Так, прошел час, газ я выключил. Сейчас он постоит где-нибудь минут 10-20, остынет, лишний дым выйдет, чтобы не открывать. И уже буду открывать и смотреть. Все, теперь можно выкладывать. Так вот. Сало полностью прокоптилось. Запах изумительный. Вот так вот. Его уже сейчас, то есть, можно будет есть. Но лучше, когда оно полежит подольше. То есть, завтра оно будет вообще вкусно изумительный. Ну, вот как-то так я копчу сало. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи!